Здравствуйте. Очередное видео по постройке каяка. В первом видео, после первого видео, точнее, я столкнулся при записи второго видео, когда был процесс сшивания, я столкнулся с рядом факторов, то есть фанера была куплена поперечная, без убеждения, то, что она продольная, я что-то как-то об этом подзабыл. Собственно, вся фанера была поперек листа, то есть лист гнулся таким образом вдоль, при этом поперек не гнулся. Вот. Собственно, и естественно, все напилено на ЧПУ станке, все поперек. Естественно, фанера не гнется вдоль абсолютно вот таким вот образом. То есть сейчас заготовочку покажу, как это на самом деле выглядит. Вот это верхняя часть. Ну, по низу абсолютно та же ситуация. То есть идут вот поперечки. Фанера таким вот образом не сгибается, ее надо будет согнуть. Также под ней еще. Точно так же надо будет в этом месте согнуть. То есть в таких же некоторых положениях необходимо придать изгиб. Но при этом она гнется вот так вот, хоть узлом ее завязывать. Вот такая вот у нас ситуация. Куплено 3 новых листа вдоль сечения. На ЧПУ в этот раз решил сэкономить. Вот, как бы, потому что это стоит около 3000, там где-то рублей 800-900 за лист. Раскрою четверки. Так. Ну, процесс нанесения разметки и выпиливания, я не думаю, это все пыльно, здесь все как-то будет меняться. Не очень удобное у меня помещение, не такое большое. И снимать куда-то, ставить камеру в уголок, забивать ее, то есть как-то проблемно. Поэтому будет все крутиться здесь по месту, буду прыгать, скакать. То есть то слева, то справа. То есть я думаю, смысла в этом нету. По шестерке у нас остается все то же самое, там коммент, переборки, все то же самое. К сожалению, они кривые. Не удалось мне выправить их. Я буду как-то их пришивать и непосредственно по месту уже. Вот, такая у нас проблема. 7500 на ветер и разводим руками. Продолжаем работать. Ну, сейчас расчерчиваем, выпиливаем, склеиваем. И у нас 2 дня есть выходных на все это. То есть сегодня выпилим днище борта, все это склеим. Завтра уже начнем сшивать. Вот, не совершайте моих ошибок, учитесь на моем опыте. Плохой опыт. И неприятно. Продолжаю строительство каяка. Сегодня вот у нас первый выходной. Я решил все раскроить. Раскроил я именно 1,5 листа. У нас днище и борта. Вот сегодняшняя задача это сшить. Склеил я, чуть-чуть ускорил процесс на столярный клей ПВА. Вот стыки. Я думаю, потом наружка проклеится стеклотканью. Внутрянку, я думаю, либо полосы, либо также стеклотканью полностью буду. Еще не знаю. Возможно, будет только в стыке лента проклеена. Вот, и добавлю на эти места еще усилитель. Вот. На текущий момент главное, чтобы это пришивание не выскочило, не развалилось и так далее. Вот. Заняло это примерно полдня у меня. Это разрисовать, напилить. Пыли много, грязи много, все пыльно. Также немножко шлифмашинкой прошелся после клея, то есть какие-то подтеки там от клея убрал. Вот. И также прошелся торцы, все торцы прошел шлифмашинкой, ну так аккуратненько. Потому что лобзик чуть-чуть ломает край фанеры. Использовал пилку по металлу тоненькую, ну все равно не хватает. Немножко край обламывает. Вот. Приступим к сборке. На текущий момент сшиваем днище, потом по ситуации. Надеюсь, все получится в этот раз. Надеюсь, второй блин комом не будет.
Завершили мы процесс сшивания. Немножко мне нос и корма, конечно, доставили неудобств. Очень тяжело стягивалось. Не знаю, с чем связано. Но кое-как фанера трещала, хотела сломаться, но все мои пытки выдержала. Вот такую картину мы сейчас видим. Так, по поводу бортов, вот что на клей ПВА склеивал. Борта нормально. Здесь у нас чуть-чуть есть нюансик. То есть, вот моментик чуть-чуть отскочила. Здесь как-то подотскочила. Не то, чтобы она оторвалась полностью, но я думаю, внутри проклею сантиметров 20 полосу кину стеклоткань с эпоксидкой, а с этой стороны отшлифую, и потом полностью покроется стеклоткань. Уже целиковая картина будет. Вот, стяжек много, руки болят. С проволокой работать, конечно, тяжеловато, ломается. Плюс у меня что-то из остатков оставалось. Вот, так что сейчас будем приступать к процессу склеивания. На сегодняшний день я хочу сделать следующее. По наружке сейчас пойдем. То есть все стыки между стяжками будем промазывать, не доходя до стяжек. То есть стяжки не ляпаем. Некоторые делают, прямо промазывают полностью. И снутри делают, проклеивают сразу. Вот, как бы, не знаю, что лучше, я лично решил такой метод сделать, потому что, по крайней мере, когда кверх ногами, все видно, все нюансы, если фанера где-то скаканула, то есть я сейчас выставил ее, как переверну, уже как бы какие-то моменты я могу не доглядеть, склеить, а потом уже будет поздно. То есть придется сошлифовывать, дошлифовывать, вот, как-то так. Завершился процесс проклейки стыков, все промазал между стяжками. В принципе, работа не сильно сложная, где-то в районе 100 грамм эпоксидки ушло, 3 замеса по 33 грамма мешал. То есть пропорция 10 к 1. Вместе и добавлением пыли древесной. Вот, собственно, все, ничего сложного. Фотографии прикреплю, чтобы я не бегал с камерой. Камера трясется. Единственное наблюдение, которое я сделал, я приобрел шпателек. Я много разных шпателей пробовал. И металлические, и резиновые, строительные. Но в автомагазине есть комплект таких вот шпателей. То есть их несколько, они идут как металлические. Вот, но вот эта резинка, она гнется достаточно. В конце работы ее протер, и в принципе он готов к следующему замесу, к следующему разу. То есть строительные, они более мягкие, и когда начинаешь вытирать, или если там что-то подзасохло чуть-чуть, это все, труба, можно выкинуть. Потому что если потом выждать, пока он полностью высохнет, и попробовать отшлифовать, то есть ничего не выйдет с этого. То есть чисто одноразовая тема. Вот это вот, я думаю, послужит. Надеюсь, на лодку точно хватит. Может быть, даже на 2. То есть потом все равно засрется. Касаемо чем лучше мешать. Ой, точнее, не чем лучше мешать, а в чем мешать.
такие тарелочки одноразовые, желательно поплотнее. Вот у меня не очень плотные, когда мешаешь, уголок чуть-чуть начинает изнашиваться. То есть можно домешаться до того состояния, что начнет течь эпоксидка. Надеюсь, видно. Вот так. Пробовал со шприца 20 миллиграмм. Не знаю, возможно, надо носик рассверлить чуть-чуть потолще, потому что когда это все вперемешку с древесной мукой, и как бы не очень хорошо вытекает. То есть начинаешь наносить, шприц давишь, и ничего не происходит. Он застопорится, какая-нибудь такая песчинка там. Вот, собственно, решил все шпателем. Лишь там остатки со шприца удалось выдавить в районе носа, в корму я и так обмазал шпателечком. Ну, наверное, все на сегодня. Еще есть работа, связанная не с лодкой по дому, поэтому на сегодня 100.